Сегодня мы изучим элемент, который улучшит наш прием нижних и нижнебоковых подач, повысит надежность при игре срезками по всему столу и усилит чувство мяча, отчего наши нижние подачи станут на порядок сильнее. Вы уже догадались, что это за элемент? Именно, срезка справа. На приеме она помогает справиться с любыми нижними и нижнебоковыми подачами, просто необходимо выставить правильный угол. Вот прием маятника, а вот прием подачи слева, в которой мяч крутится в другую сторону. Выставили угол, и мяч всегда на столе. Следующий момент – это когда происходит игра на счет. Мы подаем хорошую подачу с нижним вращением, а соперник оставляет мяч неудобной длины под право. И у многих начинаются ошибки. При хорошем владении этим элементом ошибки сходят на нет. И, конечно, чувство мяча. При отработке срезки вы начинаете лучше чувствовать нижнее вращение и как обрабатывать мяч. После владения элементом вы будете понимать, как резко сыграть по нужной части мяча, чтобы он сильно крутился. В конце видео покажу, в чем различие плоской срезки, классической и запила. А с вами Иван Толмачев, и это канал о настольном теннисе. Здесь вы получите много полезной информации, которая значительно улучшит вашу игру. Прежде чем продолжить просмотр, подпишитесь на канал. Срезка – это элемент с нижним вращением, выполняется у стола и используется для приема нижних подач или отражения нижнего вращения соперника. Срезка справа – один из самых сложных элементов. Сложность заключается в том, что движение для нас является неестественным. Нам необходимо подвернуть локоть под себя, немного наклониться вперед и сыграть впереди сбоку по мячу, что вызывает в начале обучения сильнейший дискомфорт. Давайте детально рассмотрим технику выполнения и перейдем к обучению. Исходное положение. Спортсмен находится в правосторонней стойке, левая нога впереди, правая сзади на полстопы. При выполнении ударов положение ноги может меняться. Если летит мяч в край стола, то мы стоим так. Если чуть короче, делаем маленький шаг правой ногой немного вперед. Если короткий, то делаем большой шаг. Замах. При замахе рука сгибается в локте, локоть расположен сбоку от корпуса на высоте пояса. Рука расслаблена. Ракетка примерно под углом 45 градусов и расположена чуть выше локтя игровой руки. Вес тела на правой ноге. Удар. В момент отскока рука начинает разгибаться, предплечье выполняет плавные движения вокруг локтя и разгибается вперед-вниз. Кисть расслаблена, но в то же время зафиксирована и не делает никаких движений во время контакта. Контакт происходит нижней частью ракетки по нижней части мяча. Правая нога подшагивает во время удара к мячу и слегка доносит вес тела. Точка удара. Удар выполняется в наивысшей или восходящей точке отскока мяча. Справа восходящей точке сыграть значительно сложнее, чем слева. Играем нижней частью ракетки по нижней части мяча. Завершение удара. Игровое движение завершается над столом или немного выше уровня поверхности стола. Лопасть ракетки практически параллельна поверхности стола. Кисть доигрывает по мячу в направлении удара. Локоть до конца не выпрямляется. Поддержите канал своей активностью, поставьте лайк, оставьте комментарий и подпишитесь. Это наш стимул делать больше и лучше. И, конечно, жду вас в Телеграме. Теперь переходим к обучению. Первое, с чего мы начинаем, это с чувства зацепа. Упражнение 1. Прокатываем мяч по ракетке. Ракетка параллельно столу, ладонной стороной вверх. Кладем мяч на ракетку и быстро прокатываем за счет разгибания предплечья. Задача, чтобы мяч стремился назад после отскока, либо оставался на месте. Упражнение 2. Берем мяч, бросаем об стол и выполняем резкое разгибание предплечьем. Кисть при этом легкая, но не шевелится. Мяч должен улететь за стол и покатиться обратно. Если это удалось, то мы начали вращать мяч. Упражнение 3. Бросаем мяч об свою половину и делаем то же самое, но с меньшим усилием. Смотрим, крутится мяч или нет. Для наглядности можно покрасить мяч пополам. Отлично, зацеп почувствовали. Теперь выстраиваем технику. На начальном этапе учимся играть в наивысшей точке. Это необходимо, чтобы мы могли правильно научиться обрабатывать мяч. Возможно, мяч будет взлетать выше обычного. В этом нет ничего страшного. Разрабатываем плечо и предплечье. Упражнение 1. Имитация. Встаем у зеркала или ставим камеру и начинаем выполнять имитацию. Чтобы лучше почувствовать ускорение и амплитуду движения, делаем замах до плеча и разгибаем вперед до отказа.
Упражнение 2. Выполняем то же самое по колесу. Можно взять колесо на липучке, перевернуть его и выполнять удар. Упражнение 3. Выполняем то же самое с ударом по мячу. Положили руку на плечо, бросили мяч, он начал взлетать в верхней точке, его обработали. В случае, когда вместо вращения получается толчок и мяч не крутится, можно поставить себе ориентир для окончания. Мы выполняем удар и надо довести удар до ракетки и положить на нее лопасть под таким же углом. Это помогает играть с более острым углом. Я это упражнение использую с малышами и любителями, оно эффективно работает. Работа ног. Здесь важно научиться точно подходить к мячу. Локоть всегда находится на одной линии с правой ногой. Упражнение 1. Выполняем шаги правой ногой к столу и в сторону. По короткому мячу, по среднему, по длинному, по среднему, в сторону. Упражнение 2. Выполняем шаг правой ногой с замахом. Упражнение 3. Выполняем шаг правой ногой с имитацией удара. Упражнение 4. Выполняем шаг правой ногой с ударом по мячу. Бросаем об свою половину, делаем шаг с замахом и бьем в высшей точке отскока мяча. Теперь соединяем все воедино на БКМ. Упражнение 1. Тренер бросает мяч с отскоком об свою половину. Спортсмен выполняет одиночный удар. Упражнение 2. Тренер подает подачу с нижним вращением. Спортсмен выполняет удар по подаче с нижним вращением. Упражнение 3. Игра на стабильность. Тренер подает подачу, спортсмен принимает подачу с резкой и старается удержать наибольшее количество раз. Поздравляю, мы проделали хорошую работу и теперь можем самостоятельно освоить этот элемент. В следующих роликах мы перейдем к топ-спинам и другим техническим элементам. Подписывайтесь на телеграм-канал, чтобы не пропустить анонс новых выпусков. А сейчас разберемся, как выполнять 3 различных варианта срезки: классическую, запил и плоскую. Классическую мы с вами прошли, и она выполняется легким движением под мяч. Ее можно использовать в промежуточной игре и в приеме не сильно крученных подач. Запил – это очень сильное нижнее вращение. Технически это та же самая срезка или подрезка, только вращение там значительно выше. Задача этого удара, чтобы соперник не начал атаку, ударил мяч в сетку или пассивно вернул для нашей атаки. Этот элемент выполняется в высшей точке у стола резким движением под мяч с добавлением кисти, либо в средней зоне по опускающемуся мячу. Иногда используется в выполнении пиленной свечи. Удобнее всего выполнять его по срезке или плоскому мячу с небольшой скоростью и высоко над сеткой. Плоская срезка. Выполняется как срезка, только меняется обработка мяча. Ее можно выполнять в нескольких моментах, и техника удара будет немного отличаться. На приеме плоской подачи сразу ставится более открытый угол и движение получается больше толчковое. Мы проталкиваем мяч по нижней части мяча. Второй вариант во время розыгрыша. Мы подали низ, игрок отрезал с нижним вращением, и мы идем на мяч с тем же углом, но только в момент контакта мы не ведем ракетку под мячом, а как бы подталкиваем мячик немного кверху, чтобы он перелетел через сетку по низкой траектории. И визуально заканчиваем движение, как будто мы обработали мяч. Неопытные игроки при отражении этого мяча делают одну и ту же ошибку. Они увидели вашу срезку, такие: о, длинный мяч, сейчас начну атаку, и делают удар как по нижнему вращению. Мяч улетает в аут. Второе развитие ситуации: игрок начинает снова делать срезку, и в ответ мяч либо взлетает высоко, что можно плоско пробить на вылет, либо отрезает в аут, что тоже для нас хорошо. Пользуйтесь на здоровье, развивайте свое видение и понимание игры, тогда результат не заставит себя ждать. Следующий выпуск про технику будет о топ-спине справа по верхнему вращению. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Ставьте лайки, пишите в комментарии, как вы используете срезки в игре. Подписывайтесь в группу Telegram, там вы первые узнаете о выходе новых роликов. И на YouTube канал с колокольчиком. С вами был Иван Толмачев, до встречи!